В 2020 году музей имени Пушкина в партнерстве с Национальной галереей Лондона задумал выставку «После импрессионизма. Изобретая современное искусство». Она должна была переосмыслить развитие европейской живописи в ключевой для модернизма период от последних выставок импрессионистов, 1886 год, до эпохи Первой мировой войны. То время, когда живопись окончательно перестала задаваться целью изобразить буквально действительность и перешла к решению других задач – эмоционального выражения, переживания действительности, создания живописного языка, который воздействовал бы так, как воздействует язык музыкальный, своими, прежде всего, средствами. В нынешних условиях подобный проект как партнерский состояться не мог, поэтому мы придумали свою выставку. В общих чертах следующую идеям лондонской экспозиции, но рассказывающую историю развития современной живописи с нашей отечественной точки зрения. Она начинается с работ тех молодых русских художников, которые, подобно Василию Перову, попали в Париж в 1860-е годы, и затем доходит до 1910-х, когда русские авангардисты смогли прийти к тем художественным выводам, которые сделали наше искусство неповторимым, уникальным и до сих пор востребованным в мире. Я имею в виду Малевича, Татлина, Розанову и многих других. Это история русского искусства, рассказанная с другой точки зрения. Она рассказана как непрекращающийся и в высшей степени плодотворный диалог с искусством современного Запада, прежде всего с искусством современной Франции, с импрессионизмом, с пуантилизмом, творчеством Сезанна, Гогена, Ван Гога, Матисса, Пикассо и многих других. Это необыкновенно захватывающая история, которую мы постарались вам преподнести с помощью великолепной коллекции Пушкинского музея, в основе которой лежат произведения, приобретенные Щукиными, Морозовыми, Третьяковыми. Это собрание российских музеев, которые очень щедро поделились с нами своими сокровищами. Это Эрмитаж, это Третьяковская галерея, это Русский музей. Это почти 20 государственных собраний из регионов, которые позволили нам показать первоклассные вещи российских мастеров, которые, однако, не засмотрены, которые не хрестоматийны и которые освежают наше представление об этих художниках. Мы попытались показать, что происходит с национальной традицией, когда она не боится нового, не боится чужого и смело открывается навстречу интересному, провокационному и талантливому. Первый зал, 1860-е годы, предыстория, разворачивает панораму передовых художественных движений Франции этой поры. Здесь нет салонного официоза, но есть произведения художников, которые по-разному решали проблему представления реальности. Здесь у нас Курбе, здесь лирический романтизм Камиля Каро, здесь Д'Абиньи, который представляет начало пленэрной живописи и реалистического пейзажа. Но здесь одновременно и исполненные в 1860-е годы произведения Ренуара «Лягушатник» или Сезанна, который только еще учится держать кисточку и тренируется на картинках из журнала «Мод». Главное, что в этом зале на фоне французских мастеров представлены произведения тех русских, которые волей случая попали в Париж в это время, русских живописцев, таких как Василий Перов или Виктор Васнецов, люди, которые провели много месяцев во Франции, которые наблюдали французскую жизнь на улицах, площадях, балаганах, кафе и создавали свои произведения по впечатлениям. Надо сказать, что русские художники, которые приезжали либо как пенсионеры, как Поленов, Репин, помянутый уже Перов,
или сами, как Васнецов, они, в общем, были достаточно маргинализированы в французской столице, потому как они не были вовлечены во французскую художественную жизнь, в большой степени варились в собственном соку, и культурно они тоже были отчуждены. Многие из них, как Перов или Васнецов, в общем, похоже, что не очень могли объясниться по-французски. И вот в этих условиях активизируется их интуиция и наблюдательность. Они ограничены в контактах с аборигенами, они, тем не менее, включают свое зрение и очень цепко выявляют характерное во французской жизни настолько, что, как мне представляется, именно они, Репин, например, и Васнецов, были одними из первых, кто обратился к таким типичным для искусства второй половины XIX века сюжетам, как «Парижское кафе» или «Ярмарочные балаганы». Вот эта выключенность из французской жизни, изолированность, она делала наших художников очень чуткими и внимательными созерцателями и изобразителями новой для них жизни. Это был пока еще не диалог с живописью, это был диалог с жизнью Франции, в которой они оказались в период Бель-эпок. Второй зал выставки называется «Импрессионисты. Новый взгляд». И здесь вы увидите произведения, хорошо знакомые по коллекции Пушкинского музея. В свое время эти шедевры были приобретены братьями Щукиными и Морозовыми, но мы здесь разместили их так, чтобы концентрированно представить образ целого движения импрессионизма, которое перевернуло взгляд европейцев. Это действительно был новый взгляд. Искусство больше не стремилось выразить нечто, что находится за пределами изображения, сформулировать какое-то символическое высказывание, идеологическую проповедь, религиозное послание. Это искусство изображало жизнь, как она есть вокруг нас, и изображало ее не просто современной, как ее переживает человек, в нее погруженный, это жизнь большого города, Парижа, столицы XIX столетия, но сам язык этой живописи был современен. Он был динамичен, он представлял повседневность в ее нескончаемом течении и создавал такую мгновенную фотографию той сцены, на которую смотрел живописец. А это все сцены из современной жизни. Это кафе на бульварах, это толпа на парижских улицах, это балерины и актрисы, это современный горожанин. И это действительно взгляд современного горожанина, который, сформировавшись в главном мегаполисе XIX века Парижа, был затем усвоен всеми европейскими и не только европейскими художественными школами. Следующий зал называется «Место встречи Париж». Мы собрали здесь картины, которые так или иначе связаны с парижской жизнью, и которые созданы художниками Франции, и не только Франции, и русскими художниками. Сам Париж, переживший колоссальную реконструкцию в 1860-70-е годы, изменился как феномен. Из города все еще почти средневекового он превратился в город современный. Он задвигался, его жизнь пришла в движение, пронизывающие город бульвары и авеню, широкие площади, парки стали прибежищем городской толпы, и сам Париж превратился в постоянно меняющийся спектакль, где каждый был и зрителем, и наблюдаемым. И вот этот феномен мгновенно сказался на живописи. Город, любимый герой парижских импрессионистов, стал таким же героем и для русских художников, приезжавших в него. Замечено давно уже было, что русский пейзажист в своем отечестве пишет, как правило, деревню. И вот, попадая в Париж, он переживает какое-то откровение и создает образы современного большого города, такие, как вот пейзаж Константина Коровина, висящий сейчас за моей спиной, рядом с пейзажем Писсаро. Очень интересно смотреть, как Париж меняет оптику художника, как он заставляет его видеть тоньше, глубже, острее,
разнообразнее. И вот в этом зале очень интересный, на мой взгляд, диалог парижан, пишущих свой город, и русских, таких как Тархов, Коровин, Якунчикова, Вебер, Серов или Репин, приехавшие сюда. Нужно еще сказать вот о чем. Париж, который, конечно, все любят по романам Золея и Мопассана, конечно, воспринимается как современный Вавилон. Но на самом деле для художников всего мира это была Мекка, потому что именно здесь творилось современное искусство, и именно здесь молодой художник попадал в обстановку артистической свободы и творческой требовательности. Александр Николаевич Бенуа, который сам провел в Париже значительную часть своей жизни, очень хорошо о нем сказал. Париж, так называемый город легкомыслия, на самом деле город мучеников искусства, фанатичных тружеников, город безумной отделки, строго до полного выявления проведенных идей. Следующий зал – Бастиан Лепаш и пленеризм. Пленер – живопись на открытом воздухе, которая позволила художникам создать совершенно другой образ мира. Вместо рассказа и концентрации на деталях, на человеческих типажах, теперь на полотнах живописцев по всей Европе мы видим солнечные или туманные, или пасмурные картины жизни и природы, которые мгновенно схвачены и которые передают нам концентрированный оптический образ жизни, не сосредотачиваясь на историях, которые могут происходить перед нашими глазами, а на том общем впечатлении, которое художник стремится вложить в наше восприятие. Это направление живописи представлено здесь произведениями Серова, Борисова Мусатова, немецкого художника Бартельса, а гвоздем этого зала является картина французского живописца Бастиана Лепажа, которую Сергей Третьяков в свое время купил в Париже и привез в Москву. Картина называется «Деревенская любовь» и представляет трогательное объяснение в этом чувстве, которое происходит у забора между двумя молодыми французскими крестьянами осенью по сбору урожая на фоне усадьбы крестьянской и сельской церкви. Эта вещь произвела колоссальное впечатление на русских художников, таких как Михаил Нестеров, Валентин Серов. Они по-разному ее интерпретировали и изучали, а некоторые, такие как молодой ученик Ильи Ефимовича Репина Михаил Иванов, в 1900 году в качестве своей дипломной работы даже сделал парафраз этой картины «Полотно ответа жду», где русский парень, ухаживая за русской девушкой, очевидно, ждет от нее того же самого объяснения, как француз от своей суженой. Эта вещь приехала на нашу выставку из Архангельска. Следующие два зала называются «Пуантилизм» от Сера де Малевича. Пуантилизм – это движение в живописи, которое обязано своим существованием такому научному пафосу второй половины XIX века, открытиям в области оптики, химии и страсти Жоржа Сера, безвременно умершего художника, к стремлению передать максимально объективный оптический образ. Он верил, что это может быть сделано, если картина будет написана мельчайшими точечками чистых цветов, которые затем должны будут в нашем глазу собраться воедино. Это такое несколько механистическое понимание живописи в то же время оказалось чрезвычайно влиятельным. Собственно говоря, в ту пору, когда Поль Сезанн работал в Провансе, Гоген отсутствовал то на Мартинике, то в Полинезии, Ван Гог боролся со своей страстью и в конечном счете пал ее жертвой, на поверхности художественной жизни в выставочных залах именно это явление, пуантилизм, оказалось наиболее радикальным и могло претендовать на звание авангарда. Одна из задач выставки – подсветить именно эту историю, потому что, в общем, она была несколько подзабыта.
и в мире, и в нашей стране. Поэтому, когда мы говорим об импрессионизме конца XIX века, мы все еще по инерции вспоминаем работающих Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега и так далее. Но для многих современников импрессионизмом теперь было вот эта вот мозаика чистых цветов, которая передавала как бы объективный образ мира. И такое искусство было очень популярно в кругах передовых художников, и распространилось оно по всему миру буквально, в том числе и в России. И вот здесь вы можете увидеть и работу Жоржа Сюра, единственную в нашей стране, которую прислал Государственный Эрмитаж, и работу его верного последователя Поля Синьяка, и других французских пуантилистов, но также здесь, на мой взгляд, очень интересно реконструируется и русская живопись около 1905-1907 годов, когда все вдруг начинают писать точечками. Вот Борис Мусатов за моей спиной, изобразивший деревце, делает это как человек, посетивший Францию и знающий чуть больше, чем его современники, еще в 1890-е годы. А вот если поглядеть на картину по мою левую руку и не смотреть на этикетку, то вы вряд ли угадаете в авторе этого полотна Наталью Гончарову. Это, собственно, вещь так и называется «Плантель». И когда мы пройдемся по залам, мы поймем, что вот именно это искусство, солнечное, радостное, но в то же время немножко такое действительно механистическое, оно и представляет наиболее передовое слово в живописи в нашей стране до того, как Ларионов, Гончарова, Бурлюки придумают авангард. Здесь мы увидим пуантилистические работы Фалька, пуантилистические работы Владимира Бурлюка, Давида Бурлюка, наконец, пуантилистические работы Казимира Малевича, ничем еще не напоминающие о том, что однажды он станет отцом абстрактной живописи. И, наконец, вот эта история, рассказанная здесь, помогает понять логику появления фавизма, потому что завершаем мы эти два зала произведениями Дерена и Матисса, написанными около 1905 года, в которых становится понятна логика фавизма. Фавизм не выскакивает, как черт из табакерки, он является ответом на искушение пуантилизма, на смену дробных мелких точечек, на смену мозаики, в которой распыляется мир, фавист приносит крупные пятна чистого цвета, создающие совсем другой, энергичный, экспрессивный образ действительности, заменяя дробность цельностью. Второй этаж начинается с зала «Поздний импрессионизм» на перекрестке стилей. Импрессионизм, который складывался как искусство относительно небольшой группы единомышленников, захватил в конце XIX века умы многих живописцев и распространился на многие страны. Но сами создатели этого искусства понимали, что тот образ мира, который они предлагали своим зрителям, он не может существовать вечно. Это был мир, зыбящийся в солнечном свете, мир ускользающий. И если пойти дальше по этой дороге, то, собственно говоря, картина превращалась в солнечное или туманное марево, как, например, изображение Лондона в сериях Клода Моне начала XX века. Поэтому импрессионисты так или иначе пытались, сохранив свой взгляд мгновенный, цепкий, создающий отпечаток мгновенного впечатления на полотне, сохранив этот взгляд, двинуться дальше. Клод Моне начинает писать серии из десятков полотен, в которых каждое полотно фиксирует состояние природного объекта в данный текущий момент. Ренуар начинает обращать внимание на классическое равновесие и объем форм, отходя от своего импрессионистического растворения фигур в свете или в тенях. И поздний импрессионизм оказывается таким питательным бульоном для многих художественных течений, и эти течения либо из него вырастают,
либо его отрицают, потому что, повторюсь, это мироощущение, которое утверждают импрессионисты, связанное только с оптическим впечатлением от мира, не может удовлетворить все духовные потребности человека этой очень сложной эпохи конца XIX столетия. Следующие несколько залов посвящены истории, которую мы не часто вспоминаем, когда говорим об эпохе импрессионизма, постимпрессионизма или начале XX века. Надо понимать, что человек XIX века не очень любил свою эпоху, переживал ее драматически. Это действительно была эпоха революций, социальных и технологических, болезненных общественных трансформаций, которые отражались на переживании жизни. Искусство XIX века – это в основном искусство станковых форм. Это искусство картины, заключенной в раму, которую можно взять под мышку, перенести в другое помещение, можно продать, можно повесить в музей. Она не изменится от этого. Это то, что фрустрировало современников, которые переживали обессмысленность существования, переживали подчиненный характер искусства, которое оказывалось рыночным товаром. И вот как ответ на такие экзистенциальные состояния родилась тенденция, стремившаяся вернуть искусству большой стиль, вернуть искусству способность говорить с широкими массами, простым и величественным языком о вечном и прекрасном. Это было искусство Рафаэля, Пуссена, Жака-Луи Давида, это было искусство прошлого. И вот такие мастера, как Пьер Пюви де Шаван, очень влиятельный французский живописец второй половины XIX века, расписавший Пантеон, Сорбонну, Парижскую ратушу, и воплощал такое требование эпохи. Нужно было создать современное монументальное искусство, которое бы возвращало нас к гармонии и радости бытия, которое насыщало бы нас смыслом, который лежит за пределами нашего повседневного существования. Развитие модернизма в XX веке далеко увело внимание посетителей музеев от этой шавановской линии, от попытки средствами искусства внести в нашу жизнь гармонию и порядок. И вот здесь мы рассказываем на материале французского, немецкого и русского искусства о том, как живопись и графика эпохи символизма постаралась насытить содержанием и внести ясность в образный мир своего современника. Здесь надо обратить внимание на такие вещи, как эскиз к бедному рыбаку Пюви де Шаванна, как эскиз Борисова-Мусатова к росписи одного из московских особняков, которая не была воплощена в жизнь, на поразительную перекличку образов Жана Карьера и Анны Голубкиной, ну и, наконец, на шедевр Михаила Нестерова «Великий постриг», которые все так или иначе принадлежат к этой линии, стремящейся вернуть гармонию в жизнь XIX столетия. Если мы посмотрим на живопись Пьера Пюви де Шавана, то мы вынуждены будем признать, что его эстетика обращена в прошлое. Он как бы вызывает тени великих покойников Рафаэля, Пуссена. Он стремится их языком говорить современниками. Но важность этой проблемы, которую Шаван ставит и решает, это создание искусства, которое трансформирует бытие и эмоциональный мир человека, внося в него гармонию. Важность этой проблемы была ощутима многими художниками, которые стремились говорить иным, более современным языком, которые к этому моменту уже вырабатывали такие гуру новой живописи, как Поль Сезанн, Поль Гоген или Винсент Ван Гог. Я имею в виду группу художников Наби, таких как Морис Дени, Пьер Боннар, Эдуард Пюяр и многие другие.
Они стремились создать в своей живописи целостные ансамбли, которые украшали бы жизнь человека, которые меняли бы его среду, которые вносили бы в повседневность величавость и гармонию, которые вносили бы покой и умиротворение. Я сейчас описываю цели того явления, которое современники знали как декоративную эстетику. Это был уникальный эксперимент в искусстве XIX века, попытка создать стиль современным живописным языком и попытка с помощью своей живописи изменить условия существования человека, внести мир и порядок в его жизнь. Я стою сейчас на фоне шедевра Матисса «Розовая мастерская», и Матисс редко у нас попадает вот в эту линию декоративной эстетики. На самом деле Пюи де Шаван благословил его еще тогда, когда молодой художник подавал свои работы в салон Марсового поля. И Матисс, работая для Сергея Ивановича Щукина, в общем, осуществлял заветы декоративной эстетики. В своей статье «Заметки художника» он написал слова, за которые ему потом приходилось не то чтобы оправдываться, на которые многие ему не спускали. Он сказал, что я хочу, чтобы моя живопись была подобна удобному креслу, в котором деловой человек или инженер обретает отдых после трудного дня. Ну, казалось бы, где великая живопись, а где кресло, в котором мы располагаемся, вернувшись домой. Но на самом деле он, конечно, формулирует эту задачу декоративной эстетики. Это искусство, которое физически вносит мир и покой в бытие, которое воздействует на человека на волновом эмоциональном уровне. И, видимо, это все-таки работало, потому что Сергей Иванович Щукин говорил, что танец и музыка Матисса, расположенные на лестнице его особняка, помогают ему по ней подниматься. Тот ракурс, который мы для вас выбрали сейчас, помогает мне объяснить сюжет, лежащий в основе этих нескольких залов, где мы пытаемся показать разные формы утопии, которую искусство конца XIX – начала XX века формирует. Это утопия эстетическая, это утопия возрождения великого классического художества, которое делает нас лучше. Эта утопия была свойственна очень многим, и здесь, если вы посмотрите по левую руку от меня, вы увидите там картину русского художника Козьмы Петрова-Водкина «Сон». Довольно наивную попытку глубокомысленного высказывания. Но если вы поглядите к формам, то поймете, что Петров-Водкин, конечно, заворожен Пюи де Шаваном, заворожен его живописью, которая хочет быть фреской, которая стремится говорить величаво и просто. А по правую руку от меня знаменитая девочка на шаре Пабло Пикассо, которую очень редко ставят в ряд с Пюи де Шаваном, но если мы поглядим на французского мэтра и на юного испанца, который в 1905 году пишет эту вещь, то тоже станет понятно, что юный Пикассо принадлежит или старается относиться к этой самой тенденции возрождения фрески, возрождения простого, ясного и классического искусства. И у него это неплохо получается. Художник, который создал свой исключительно влиятельный и привлекательный вариант живописной утопии, это Поль Гоген, один из основных мастеров постимпрессионизма. Эта утопия связана с попыткой искусственно восстановить первозданный, незамутненной цивилизацией взгляд человека, живущего по законам предков на лоне природы. Сначала он пытался найти такую утопию в диком краю Франции, Британии, затем на Мартинике в Карибском море и, наконец, на Таити, островах Полинезии, где его и нашла смерть. У нас прекрасное собрание Гогена, происходящее и от Сергея Щукина и Ивана Морозова. И если мы повесим Гогена рядом с художниками, о которых я говорил прежде,
мы поймем, что и Гоген, в общем, решает ту же задачу – создание искусства, которое воплощает гармонию, которое вносит гармонию в наш мир. Но Гоген говорит совсем другим языком, очень современным. Он активизирует цвет, он превращает пространство почти что в плоскость японской гравюры, и он заменяет современного горожанина на персонажей из мечты этого горожанина, на дикарей Таити. Гоген сейчас принято рассматривать через колониальную оптику, но наша задача не в этом. Наша задача в том, чтобы показать, насколько эта тенденция к простоте и естественности воспринималась другими художниками, а в то же время встречала пародийное переосмысление. Его «Жена короля», которая слева от меня, конечно, играющая с прекрасными обнаженными Венерами эпохи Ренессанса, и, может быть, с Олимпией Эдуарда Мане, которую, конечно, все эти художники хорошо знали. Его «Жена короля» по сравнению с кацапской Венерой Михаила Ларионова, которая справа от меня, из Нижегородского музея, выглядит просто как картина из Лувра. Живописно сложная, благородная по своим линиям и действительно подающая руку Тициану и Древней Греции. А Михаил Ларионов, который знал Гогена, не лично, конечно, он видел его эпохальную ретроспективу в Париже в 1906 году, играет с примитивизмом Гогена, с его интересом к простому, дикому, яркому, создавая свой образ Венеры, в данном случае нашей отечественной, где на место мистической таитянской собаки приходит лубочный русский котик. И вот такими перекличками наша выставка, в общем, и отличается. Мы очень хотели не просто повесить рядом картины русских и французов, но показать, как они иногда вступают в диалог, даже не очень ожидаемый. И как этот диалог подсвечивает особенность русских и французских художников. А завершается череда залов, которая представляет нам попытку вырастить гармонию в парнике искусства небольшой комнатой под названием «Линии гротеска». Мы попадаем совсем в другой мир. Это мир реальных форм все еще, но это одновременно мир современного города, представленного его обитателями, которые не чувствуют себя здесь в своей тарелке или которые представляют богему и полусвет. Здесь Тулус-Латрек с своими актрисами, здесь Дегас с балеринами, здесь Пикассо со своими акробатами. И главное не то, кто эти люди, а то, как они движутся, что они переживают, их резкие дисгармоничные движения, как вот в этих танцульках Михаила Ларионова из Третьяковской галереи, их искаженные формы, кричащие сочетания цветов, как в «Девушках на мосту» Эдварда Мунка. Все это создает совсем другое ощущение. Мы понимаем, что там, где мы только что были, там не жизнь, а поиск утопии, а жизнь современная, драматичная, болезненная, она здесь. И искусство этого времени пытается для того, чтобы передать эмоциональный накал этой жизни, исказить реальную форму, исказить отношение цветов, и достигая здесь пронзительной искренности, как в вещах Пикассо, как в вещах Мунка, как в вещах Тулус-Латрека. Это современный взгляд на жизнь, взгляд, выраженный новым живописным языком, но говорящий о вечном, о том, как человеку в этом мире бывает одиноко, неуютно и что с этим делать. Сейчас уже никто не сомневается в том, что влияние Поля Гогена и Поля Сезанна на русскую живопись начала XX века было очень сильным и очень продуктивным. Собственно, в диалоге с этими двумя мастерами складывалась живопись русского символизма, русского авангарда на его начальном этапе развития. А вот с Ван Гогом у нас как-то не заладилось.
Если в Германии число полотен этого художника в собраниях частных и государственных исчислялось десятками, то в нашей стране было всего 10 живописных произведений Ван Гога, среди которых значительная часть шедевров не была на виду у широкой публики, потому что Иван Морозов, их обладатель, не очень привечал посторонних посетителей своей коллекции. Но, тем не менее, диалог с Ван Гогом русские художники вели. И нам было очень интересно на этой выставке его реконструировать. Здесь мы наметили несколько точек, в которых русские художники, каждый по своим причинам, избирают свой путь разговора с Ван Гогом. Вот за моей спиной пейзаж «Вавера после дождя», ван Гоговский, а справа от меня, по правую руку от меня, куст Александра Куприна, художник, которого мы знаем совсем в другом обличии, как представитель бубнового балета и создатель многочисленных натюрмортов с искусственными цветами и разной кухонной утварью. А здесь совершенно очевидно он вступает в диалог с Щукинским кустом, который сейчас находится в Государственном Эрмитаже. Если мы посмотрим на ту же самую стену, то чуть поодаль мы увидим бильярд Василия Рождественского, ярко-красный, густо-красный, создающий такое ощущение клаустрофобии. И не надо быть большим знатоком искусства, чтобы тут же вспомнить великое ночное кафе в Арле Винсента ван Гога, которое москвичи увидели в 1908 году на выставке «Салон Золотого руна», так назывался символистский журнал, пропагандировавший современную французскую живопись. С этой выставки шедевр Ван Гога был куплен Иваном Морозовым в 1933 году, затем продан в Соединенные Штаты. Рождественский говорит о том, какое сильное впечатление Ван Гог производил на русских, настолько, что они пытались даже воспроизвести буквально тот самый мотив, который художник из Голландии, живший во Франции, так мощно и трагически интерпретировал в своем полотне. А рядом висит портрет девочки из Арля работы Кончаловского. Кончаловский в 1908 году провел довольно длительное время во Франции. Он специально совершил паломничество в город, где Ван Гог пережил счастливые и трагические месяцы. И по мотивам этой поездки он создал портрет, который по своей тонкости и изощренности говорит о очень продуктивном и индивидуальном диалоге с мастером из Арля. Вот таких вещей на этой выставке, неочевидных, собранных в разных местах, в разных государственных и частных собраниях нашей страны, здесь довольно много, и они позволяют нам увидеть развитие нашего искусства с не совсем привычной стороны. Два первых зала третьего этажа называются «Гоген» и «Русские гогениды». Слово «гогенид» встречается в русском языке крайне редко. В общем, его, похоже, что придумал критик начала столетия Абрамов Рос, когда писал статью о Павле Кузнецове. А художники, чье произведение вы видите здесь по правую руку от меня, киргизские дети. Павел Кузнецов, когда он перестал создавать фантастические композиции на темы сновидений или мечтаний, отправился в Заволжские степи изучать быт кочевых народов. На самом деле, несмотря на название киргизское, конечно, речь идет о казахских кочевых племенах, так в имперском лексиконе они тогда значились, киргизы или киргиз-кайсаки. Этот маршрут он проделал, в общем, подражая Гогену, художнику, который оказался потрясающей ролевой моделью для поколений европейских живописцев, которые устремились в поисках первозданного туда, куда раньше западный художник приезжал только с блокнотом в географическую экспедицию или военный поход. Теперь он не фиксирует детали быта, он не фиксирует географию, а пытается воссоздать поэтический мир народа, понять жизнь которого он может только средствами искусства. Гоген оказал колоссальное влияние на русских художников.
не только тем, что он разрешил открытый цвет, сочетание цветов, которые не встречаются в действительности, но и тем, что он обратил внимание на культуры, раньше проходившие под радаром европейской цивилизации, те культуры, которые считались неполноценными, варварскими, дикими. И в России этот гогеновский импульс привел к тому, что русские авангардисты, такие как Михаил Ларионов и Наталья Гончарова, увидели собственную страну экзотическими глазами. Как хорошо сказала однажды Гончарова, в России тоже можно найти Таити. В общем, для этого русскому художнику достаточно было сесть на пригородный поезд, и тогда он попадал в мир русской деревни, которая, как казалось, жила еще до всяких петровских реформ, была живописна, первозданна, и ее визуальная культура была не городской, там можно было найти икону, там можно было найти лубок, там восхищали народные костюмы, матрешки, расписные прялки и весь этот прекрасный мир изобразительного русского фольклора, который начали открывать художники с последней трети XIX столетия и который стал одним из основных источников вдохновения для русских неопримитивистов. Гоген в этом отношении проложил очень важную просеку. Он направил наших молодых художников на поиски собственных корней. Тех корней, которые высокая столичная культура предпочитала не замечать. Этот зал мы назвали «Не пускайте Машкова к Щукину». Это придуманная фраза, но на самом деле существует предание, правда, пока не подтвержденное документально, что в Московском училище живописи, вояния и зодчества профессора, подобные Валентину Серову, Константину Коровину или Леониду Пастернаку, были готовы запретить своим студентам ходить в коллекцию Сергея Ивановича Щукина. Стоило Щукину привести нового Матисса, как на ученических выставках у натурщиц появлялись зеленые подмышки, зеленые бедра. Ну, в общем, все как на этом этюде Ильи Машкова 1909 года, который вы видите сейчас за моей спиной. А что это было? Это, конечно, был элемент подражания, потому что молодые, неоперившиеся живописцы, которых учили копировать натуру, писать этюды на пленэре, оказавшись у Щукина, получали колоссальный шок, визуальный шок. Их как будто встряхивало. Особенно это касается Матисса и других фавистов с их яркой цветностью и в то же время удивительно точно построенной композицией. И ясное дело, что русская молодежь вот так пыталась не то чтобы подражать, а пыталась стать как новые французы. Она пыталась одичать, как парижские дикие. Я напомню, что слово «фавист» происходит от французского слова «фов» – «дикий», «дикий зверь». И здесь мы попытались столкнуть работы русских примитивистов, русских авангардистов, таких как Илья Машков, Павел Кончаловский, Софья Дымшиц-Толстая, с самым главным французским фавистом Анри Матиссом и посмотреть, что мы берем у Матисса, где мы пытаемся следовать ему буквально, чему учимся. Это был действительно очень короткий и очень интенсивный период матиссовской прививки, после которой русская живопись стала другой. Она стала яркой, свободной, открытой всему новому. Для названия этого зала мы воспользовались словами Иосифа Эмильевича Мандельштама. Когда он пришел в Музей нового западного искусства, хранивший тогда произведения Щукиных и Морозовых, он воскликнул: «Здравствуй, Сезанн, славный дедушка, великий труженик, лучший желудь французских лесов». Почему он желудь, вы постараетесь понять, когда будете смотреть на автопортрет Сезанна, висящий в этом зале. Но на самом деле история, рассказанная здесь, это история
того, как французская и русская живопись пытается справиться с Сезанном. Сезанн оказался поразительно мощным революционером живописи, хотя он себя таким не считал. Он полагал, что он возвращает современную живопись к искусству музеев. Он переделывает Пуссена в соответствии с природой. Он считал себя классиком. На самом деле Сезанн как будто бы увидел живопись снова. Он упростил цвет, он упростил композицию, он заставил художника переизобрести живопись. И это оказалось поразительным, освежающим, освобождающим эффектом. Влияние Сезанна в нашей стране нельзя сравнить ни с чем другим. Только у нас есть понятие русский сезонизм. Но такого вот немецкого сезонизма или бельгийского сезонизма не существует. Наши учились у Сезанна одновременно двум, казалось бы, взаимоисключающим вещам – порядку и свободе. Порядку организации живописного полотна, выстраивания пространства и свободе видения и свободе живописной работы. И вот в этом зале здесь мы показываем несколько поразительных русских вещей. Например, натюрморт работы Гончаровой из Тульского музея, где она одновременно вступает в диалог с Сезанном и предъявляет свои истоки национальные, о чем говорит русская икона, стоящая там вверху, и одновременно отсылает к творчеству своего супруга, потому что рисуночек, который там заметен, повторяет свои композиции картины Ларионова «Провинциальная фронтиха». Ну и на этих стенах развешаны вещи русских и французских художников, которые говорят о том, насколько сезанновское влияние было сильным и насколько реакция была многообразной, насколько эта реакция на Сезанна вела к взрослению живописцев, насколько они становились сами собой, глядя на французского мастера. И здесь есть еще один сюжет, который нужно подчеркнуть. Дело в том, что когда русские начали открывать для себя Сезанна или кубистов, многие сразу сказали: так у нас же есть Врубель. Эта тенденция к рационализации, упрощению и анализу явления через анализ формы живописной у нас оказалось очень созвучно тому, что молодое поколение открыло в творчестве Врубеля. И поэтому мы здесь повесили гору Сент-Виктуар Сезанна рядом с акварелью Врубеля Кампанулы, чтобы подчеркнуть, что оба этих мастера разговаривали с реальностью, но конструировали ее по-своему, подчиняя ее собственному видению, и таким образом приотворяли калитку для беспредметной живописи. К 1914 году, когда началась Первая мировая война, московские коллекционеры потеряли возможность покупать за границей. У нас уже было свыше 50 Пикассо. Только 3 из них принадлежали Ивану Морозову, правда, все 3 были настоящими шедеврами. Остальные были в собственности Сергея Ивановича Щукина, человека, который, очевидно, нашел в Пикассо родственную душу. Живопись испанца висела в особняке Щукина в небольшой комнате, в которой ты попадал из гостиной, украшенной полотнами Гогена и Ван Гога, где ты купался в лучах таитянского солнца, а когда входил в небольшую келью, как ее называли Пикассо, на тебя обрушивались висевшие там с потолка до пола страхолюдные существа, женщины, лишенные женственности, обнаженные как идолы диких народов, какие-то странные геометрические существа, раскрашенные в зеленоватые и коричневые охристые тона. И все это производило, конечно, гнетущее впечатление. Кроме того, было известно, что Пикассо несколько раз в жизни поменял свои манеры до неузнаваемости, и все это вместе задавало вопрос, как Пикассо вообще возможен, где он настоящий, про что этот художник. Этот вопрос стоял не только перед русскими, на него нужно было отвечать всем, французам в том числе, потому что Пикассо, было понятно, олицетворял современное творчество. Динамичное, меняющееся, как-то странно ведущее себя по отношению к человеческому облику. И вот в России был сформирован мистический ответ. Этот эффект попадания в комнату, увешанную Пикассо, надо сказать, что Щукин
неравномерно собирал Пикассо. Он сосредоточился на его живописи 1908-1909 годов, которая предшествовала кубизму. И вот, собственно, на этих полотнах и повторялись в разных ракурсах всевозможные поганые идолища. И вот русские мыслители Серебряного века, такие как Николай Бердяев или Сергей Булгаков, они придумали нам образ Пикассо, одержимого демонами. Пикассо, который представляет собой Николая Ставрогина с кистью в руке, как писал Сергей Булгаков. Напоминаю, что это порочный персонаж романа Достоевского «Бесы». Этот образ оказался очень влиятельным, и многие неокрепшие умы оказались беззащитны перед таким мистическим прочтением Пикассо. Даже юный Александр Родченко, которого мы будем знать как абсолютно трезвого советского авангардиста, считал, что его абстрактные работы сделаны для того, чтобы оказаться соперником Пикассо в обладании дьяволом. Рассказать эту историю средствами выставки, наверное, довольно сложно, но мы попытались свернуть ее до одного случая. Скорее всего, первым, кто придумал демонического Пикассо, был поэт, писавший под псевдонимом Элис, его настоящее имя Лев Кобылинский. И в 1911 году в сборнике «Стигмата» он опубликовал стихотворение, которое называется «Женщина с веером. Картина Пикассо». Оно, видимо, посвящено тому полотну, которое, как мы полагаем, первое было приобретено Щукиным. Это «Женщина с веером» из собрания Пушкинского музея. И там, в частности, героиня этого полотна описывается так. «Меж звезд звездою ты сияла, но здесь, где изменяют сны, ты вечно женственная стала наложницей сатаны. И вот как черные ступени, сердца влекущие в жерло, геометрические тени упали на твое чело. Глаза и губы ты сомкнула, потупила тигриный взгляд, но если бы на закат взглянула, остановился бы закат». Вот этому мифотворчеству русских символистов и религиозных философов мы обязаны на самом деле появлением первой в мире книги о Пикассо. Она была написана по-русски, издана осенью 1917 года, принадлежала перу литератора и критика Ивана Аксенова, который со свойственным ему чувством юмора и сарказма камня о камне не оставил от аргументов религиозных мыслителей и предъявил своему читателю замечательно пристальное чтение и анализ изобразительного языка Пабло Пикассо. Еще один сюжет, который мы хотели здесь рассказать, связан тоже с неопримитивистским вектором, который был очень важен для формирования русского авангарда в первые его годы. Что мы брали у Пикассо? Что нас интересовало в Пикассо? Очевидно, вот это поразительное упрощение формы, которое одновременно несет в себе хтоническую энергию. Посмотрите на картину, которая называется «Меланхолия». Фигура, в которой мы опознаем женщину, но, скорее всего, женщину какую-то первобытную, сидит в позе классической меланхолии, оперевшись на руку, но не испытывает тех тонких душевных движений, которые испытывает, например, меланхолия Дюрера. А здесь главный герой, очевидно, это хтоническая природная сила. И вот эту энергию полотен Пикассо очень хорошо ощутила Гончарова и столкнула ее, очевидно, со своими воспоминаниями о южнорусских и украинских степях, где еще в ту пору на курганах стояли так называемые скифские бабы, языческие идолы, связанные с древними пластами истории, когда славян еще не было на земле. И отсылки к скифским бабам оказываются достаточно частыми в русском художественном дискурсе этой поры. В них видится то воплощение уродства, то, наоборот, фантастическая природная сила земли и сила того искусства, которое на эту традицию опирается. И вот здесь у нас перед зрителем есть несколько примеров такой ориентации на эту первозданную силу, пропущенную через оптику Пикассо. Это картина
Натальи Гончаровой «Соляные столпы», интерпретирующие известную историю гибели Содома и Гоморры. Это ее же натюрморт со скифской бабой, очевидно, моделью, которую сделала она сама. И, наконец, пример такой архаической скульптуры – сарматская статуя из Северного Причерноморья, принадлежащая нашему музею. Следующий за Пикассо зал показывает нам несколько примеров того, как русские художники 1910-х годов реагировали на актуальное искусство за границей. Прежде всего, тогда повестку дня определяли два направления. Придуманный итальянцами футуризм и выращенный в пробирках мастерских Парижа кубизм. Футуризм был про движение, скорость, волны, проницающие физические объекты. Кубизм про статику, анализ формы и абстрагирование от действительности. Собственно говоря, кубистические картины стали первыми картинами, которые были самореферентными, которые отсылали только к себе. Несмотря на то, что на полотнах французских художников можно было опознать какие-то элементы действительности, больше эта действительность в целостный пазл не собиралась. Это был исключительно важный период, который дал в руки русским художникам и художницам, здесь перед нами прежде всего произведения амазонок авангарда Любови Поповой и Надежды Удальцовой, мощный аналитический инструмент. Он сосредоточил внимание художника на объекте и форме и лишил художника обязанности как-то соответствовать действительности, как-то воспроизводить ее действительность. Картина становилась самодостаточным объектом, который имеет такое же право на существование, как дерево, собака или человек. Искусство внедрялось в жизнь и занимало в нем свое место, которого раньше у него не было. Место равноправного объекта. В первом зале выставки мы видели полотна русских живописцев, которые учились у французов. Они изображали жизнь, быт парижского простонародья с большей или меньшей мерой живописной свободы и изощренности. В последнем зале выставки мы видим произведения русских художников, которые представляют собой итог длительного собеседования с новой французской живописью. Они уже не про рассказ, они про совершенно новую природу и функцию искусства. А к этим радикальным выводам русские начали приходить в 1912-13 годах, но особенно активно этот отрыв от диалога, естественно, происходил в годы Первой мировой войны, когда страна практически закрылась от внешнего мира, и русские мастера не знали, что творится в мастерских Парижа. А здесь мы увидим те русские выводы из открытий новых французских художников, которые наши соотечественники сделали, которые вывели наше искусство на совершенно новые рубежи. Здесь Кандинский, здесь абстрактный Ларионов. За супрематизм представительствует Ольга Розанова с серией коллажей «Вселенская война» 16 года. Здесь Павел Филонов. И, наконец, здесь два очень важных мастера, каждый из которых совершенно переворачивает картину искусства. Это Казимир Малевич, его картина «Авиатор» из Русского музея. По виду она кубистическая, здесь плоские формы, перемешанные, здесь какие-то буквы, как бы элементы вывесок. Но на самом деле это полотно совершенно заумно, это полотно алогично, и оно важно потому, что здесь, как и в заумной поэзии, соратника Малевича Алексея Крученых подвергаются сомнениям базовые ценности нашей цивилизации, порядок и смысл. Их нужно было расшатать, опровергнуть для того, чтобы, как писал Малевич,
выйти за нуль форм, создать чисто беспредметное искусство. И здесь контррельеф Татлина из Третьяковской галереи «Дар Георгия Костаки», в котором художник экспериментально соединяет реальный объект. Это не холст, покрытый красками, на котором воссоздан настоящий мир или абстрактный мир. Это просто настоящие материалы, это дерево, жесть, металл, которые составляют абсолютно абстрактную комбинацию форм и фактур, также растворяющих предметность в материале. Удержаться на этих двух точках было нельзя. Малевич ушел в супрематизм и в теорию искусства. Татлин двинулся в направлении конструктивизма. Это очень важные эпизоды, которые на самом деле выводят наше искусство к совершенно иным горизонтам. И это результат долгого, вдумчивого, смелого разговора с искусством современной Франции и современного Запада.